Друзья, привет! Спасибо, что вы вновь заглянули на мой канал. Меня зовут Юля, я журналист и режиссер, и я переехала в Испанию. Здесь я рассказываю свою историю иммигранта, блогера, журналиста, женщины за 50, у которой, я надеюсь, впереди много всего интересного. Итак, прошел 2025 год. Вы знаете, наверняка в вашей жизни были годы или года, кстати, не помню, как правильно произносится, когда вы не можете вспомнить, что значительного в них произошло. Такой, знаете, серый, бессобытийный год. Так вот, 2025 год навсегда останется в моей памяти, и, наверное, в памяти моих друзей, моей семьи, моего окружения, потому что это переломный год в моей жизни. Я в этот год переехала в Испанию на постоянное место жительства. По крайней мере, я надеюсь. И сегодня я хочу подвести итоги года и подвести первые предварительные итоги своей иммиграции и рассказать вам о том, что я потеряла, а что приобрела, переехав в Испанию. Но прежде я хочу вам такую краткую предысторию дать моего долгого пути иммигранта. Я задумалась о переезде, вернее, об эмиграции из России летом 2022 года, и сначала я рассматривала Турцию, город Мерсин. Я даже туда съездила, у меня даже, по-моему, я уже даже собиралась покупать там квартиру, но вот как-то так обстоятельства так сложились в мою же пользу, ничего случайного не происходит, что я не купила, к счастью, потому что я всегда это понимала и понимаю, что Турция прекрасная страна, но по менталитету она очень далека от меня. Я все-таки европейский человек. И вот я все-таки решила рассматривать страны Южной Европы. Мне принципиально важен был теплый климат и море. И в декабре 2023 года я отправилась в такой ознакомительный трип по Испании, Португалии и Италии с целью найти идеальное место для переезда. В итоге я выбрала Испанию, курортный город Торревьехо. Видео о моем путешествии и о том, почему я выбрала именно Испанию и почему именно этот город, я опубликовала не одно видео, кстати, опубликовала на своем YouTube-канале. Если вам интересно, то плейлист вы можете найти в подсказке, и я оставлю ссылку в описании под видео. Итак, летом 2024 года я приехала в Торревьехо для того, чтобы заключить договор с помогаторами и открыть счет в Европейском банке с испанским IBAN. Тогда это было возможно. Сегодня, насколько я понимаю, знаю, читаю, вот этот банк Никель французский, который открывал счета для людей с российским паспортом, уже перестал их открывать. И в сентябре 2024 года я подала документы на одобрение визы без права на работу в посольство Испании в Москве. Начала ждать. 2025 год начался для меня драматично, знаете, как в хорошем сериале. Вообще моя история как в хорошем сериале, так по законам драматургии. Начался очень драматично, я получила отказ. И вы понимаете, на меня свалилась такая обида, такое бессилие, знаете, как бетонная плита на тебя свалилась, и ты не можешь ни двинуться, ни вздохнуть. Потому что настолько было жалко потраченного времени, потраченных сил и денег, их было, собственно, немало, что, как-то, знаете, как будто вот было у тебя красивое будущее перед глазами, и все в один момент рухнуло. Но мои помогаторы не сдавались, они подали апелляцию, и спустя всего лишь 2 недели мою визу одобрили. Я, знаете, каждый раз, когда об этом рассказываю, вспоминаю, вот это все переживается вновь. И я начала готовиться к переезду.
Готовилась к переезду я целых 2 месяца. В самом начале, вот когда я уже все поняла, что я переезжаю, я решила составить такой список дел, которые мне необходимо сделать до переезда. И у меня набралось 40 пунктов. Вы представляете, целых 40 пунктов. Сначала, кстати, было меньше, но потом мои подписчики в Телеграме добавили еще несколько очень ценных пунктов. И, в общем, у меня такой увесистый список, такой чек-лист, что нужно сделать перед иммиграцией в другую страну. Этот чек-лист я опубликовала в своем Телеграм-канале. Ссылку на него я даю в описании под видео. И очень вам рекомендую подписаться на мой Телеграм-канал, потому что это такой симбиоз записной книжки с очень полезными заметками, с очень полезной прикладной информацией для тех, кто переезжает в Испанию и здесь легализуется и адаптируется. Причем, что эта вся информация основана исключительно на личном опыте. Понятно, что какие-то я даю официальные данные, но такое огромное количество нюансов, которые вы никогда не найдете в интернете. И второе, я вот делюсь своими какими-то личными психологическими, эмоциональными переживаниями, потому что с ними сталкивается каждый иммигрант, и лучше быть готовым к этим потрясениям, к этим эмоциональным качелям. Вот я с этим тоже делюсь и надеюсь, что мой телеграм-канал будет полезен тем, кто переезжает в другую страну, в частности в Испанию, либо задумывается о переезде. Итак, возвращаемся к главной теме сегодняшнего видео. Это мои потери и приобретения в Испании. За полгода я могу рассказать, потому что я здесь живу так чуть более полугода. В общем, предварительные итоги уже можно сделать. Итак, первое, что я получила в Испании, это свободу. Свободу за недорого и часто путешествовать по Европе и миру. Свободу навещать свою дочку, которая учится в Вене, часто и за недорого. Вот последний раз я к ней слетала в Вену за 68 евро туда и обратно. Я могу пользоваться привычными для меня сервисами, мессенджерами и приложениями. Могу развивать свой YouTube, телегу и Instagram, не боясь, что в какой-то один из прекрасных дней они закроются и все мои усилия будут слиты в унитаз. И я могу смотреть и слушать то, что хочу я, а не то, что мне дозволено. Второе мое приобретение в Испании – это высокое качество жизни, особенно для людей моего возраста за 50 лет. Или 45 плюс можно. Я даже не знала, как сильно на мое психологическое и физическое состояние влияет солнце и море. Когда я сталкиваюсь с очередной проблемой иммигранта, а их огромное количество, и такая начинается тревога и паника, я сразу надеваю кроссовки, иду к морю, греюсь на солнышке, выпиваю чашку кофе в прибрежном кафе и понимаю, что, в общем, не все так страшно, не такие уж они, эти проблемы, и глобальные, совсем справимся. К тому же в Испании очень хорошая еда, очень качественная еда, всегда свежая, всегда вкусная. И еще один момент, который сильно влияет на мое качество жизни, это очень доброжелательная и теплая атмосфера. Испанцы настолько открытые, добрые, приятные люди, очень толерантные, и они обладают удивительным качеством, они умеют наслаждаться жизнью, знаете, вот на все 100%, и этому обучают всех иммигрантов, приезжающих к ним. Вот полицейские, чиновники всегда готовы тебе помочь, всегда настроены к тебе доброжелательно. Был случай, я о нем рассказывала, не помню где, кстати, либо в телеге рассказывала, и в рилсах рассказывала. Кстати, по поводу рилсов, у меня еще есть Инстаграм, где я в формате коротких роликов даю такую полезно-развлекательную информацию о жизни в Европе, поэтому помимо телеги заглядывайте еще в мой Инстаграм, я думаю, вам там будет и весело, и познавательно. Так вот, была история, когда я подавала документы на карту резидента, то оказалось, что в ТАССе, это квитанция, квитанция об оплате госпошлины, был неправильно указан номер НИИ.
И меня, честно говоря, затрясло, потому что это очень важный момент, вот именно подать и получить одобрение карты резидента. И полицейский, который принимал у меня документы, знаете, такой был очень красивый мужчина, такой накачанный, с пистолетом таким. И, ты знаете, он с такой нежностью, с такой поддержкой стал мне говорить: «Транкило, сеньора, успокойтесь, я вам назначу ситу, все будет хорошо». Вы знаете, я в кабинете психотерапевта такой нежности и такой поддержки не ощущала, как от испанского полицейского. Поэтому у меня вот у меня здесь исчезла какая-то тревога и напряжение, которая, к сожалению, была в России. Третий плюс, который я получила в Испании, это толерантность к людям разных культур, национальностей и гендерных предпочтений. Когда я попадаю на набережную Торревьеху, я окунаюсь, знаете, такое многоязычие. Какую только речь я не слышу. Испанскую, английскую, немецкую, норвежскую, шведскую, польскую, в последнее время, кстати, китайскую. В последнее время стала слышать исландскую и хинди. Здесь находится огромное количество национальных магазинов, всяких сервисов, ресторанов. Отмечают каждая национальность, каждая культура широко, иногда не широко, отмечает свои национальные праздники. И даже если тебе что-то не нравится в той или иной культуре, в той или иной еде, даже не возникает желания как-то это раскритиковать, высказать недовольство, потому что быть разным – это нормально. То же самое касается гендерных предпочтений. Никому не придет в голову здесь тыкать пальцем в мужчину, который одет в женскую одежду, или двух девушек, которые обнимаются. Более того, гомофобия здесь запрещена на уровне закона. Поэтому, если вы проявляете неуважение к человеку с другими гендерными предпочтениями, то вас вполне могут призвать к ответственности. Четвертый плюс. Ко мне пришло понимание, что я могу. Я могу. Ребята, вот когда я прокручиваю всю эту историю моего переезда назад, я вдруг понимаю: боже мой, неужели это все сделала я и одна? Какая же я крутая! Ребят, вот вы знаете, мы так часто себя принижаем и недооцениваем, и только преодолев сложный путь, когда ты даже сам иногда не был уверен в успехе, ты понимаешь, как ты много можешь, знаешь и умеешь. Знаете, как в тяжелый момент ты можешь вытереть сопли, выдохнуть, собраться и фигачить. И хочу сказать, что эмиграция, переезд – это лучше всяких тренингов и психологов, поднимает твою самооценку и вселяет в себя уверенность и силу. Я не скажу, что я нарастила железные яйца, я по-прежнему осталась женщиной, надеюсь, мягкой, надеюсь, обаятельной, но я стала больше ценить и уважать себя. И сегодня мне даже сложно представить ситуацию или человека, которым подорвут мое самоуважение и самоценность. И финальный плюс моего переезда в Испанию – это то, что произошел качественный скачок в моем развитии. Немножко я отсылаю и к предыдущему пункту, но и повторюсь, что эмиграция – это лучший тренинг личностного роста. Чтобы переехать, легализоваться и адаптироваться в новой стране, тебе за очень короткий промежуток времени надо преодолеть тонну нужной информации. Иммиграционная политика, как устроены налоги, как открывать счет в банке и переводить деньги в банк, как работает медицинское страхование и много-много-много всего. По сути, тебе нужно свой мозговой мотор переключить на 5-ю скорость и нестись просто в бешеном темпе. А если не будешь нестись, то можешь нарваться на большие штрафы, а иногда и даже на депортацию, потому что незнание законов не освобождает тебя от ответственности. А еще параллельно с этим тебе нужно осваивать новый язык. И иногда, вы знаете, было такое ощущение, что я чувствую, как мой мозг
шевелится в черепной коробке, потому что просто он работал на какой-то бешеной скорости. Но за эти полгода я вообще ни разу не думала о том, что я там старая, я отработанный материал, потому что активно работающий мозг – это лучшее средство от старости и продления молодости. И, в общем, эмиграция мне показала, что я не только сильная, но и очень умная, и что я вообще большой молодец. Но справедливости ради надо сказать, что за эти полгода жизни в Испании были не только приобретения, но и потери. И сейчас я о них расскажу. Потеря первая – бытовая беспомощность. Кто бы знал, что она меня постигнет в 54 года. Дело в том, что в Москве какие-то бытовые, рутинные вопросы вообще решались на автомате. Там, не знаю, сломался кран, ты знаешь, какого сантехника вызвать. Ты знаешь, какие вопросы надо решить в госуслугах, какие там вопросы решить в налоговой. То есть все понятно, удобно и прозрачно для тебя. А в Испании решение любой самой элементарной бытовой проблемы, там, будь то поломка какая-то бытовая, либо у тебя там ноготь сломался, требует твоего какого-то сильного вовлечения и участия, отнимает у тебя огромное количество сил и времени. Ну ладно, найти мастера нужного можно в Инстаграме, но другой вопрос, как ты с ним будешь объясняться, ты же не знаешь испанского. Правда, хочу сказать, в Торревьехе, где я живу, очень много русскоязычных сервисов, это, конечно, облегчает жизнь, и вообще, это так немножко забегая вперед, я об этом тоже хотела рассказать. Если у вас нет друзей, близких в Испании, то выбирайте города, где большое русскоговорящее комьюнити. Вы облегчите себе интеграцию в Испанию, и у вас не будет такой высокий уровень стресса, потому что эмиграция – это огромный стресс. В общем, подытоживая, я лишилась в Испании моей удобной, привычной и, как оказалось, любимой рутины. Я даже не знала, что рутина так важна в жизни человека, потому что она вносит в его жизнь покой, удобство и стабильность. Второй минус жизни в Испании – это шаткое положение иммигранта. А в родной стране ты живешь в понятной тебе системе координат. Ты знаешь, где можно по-простому, где лучше не рисковать, а где все решается автоматически. В Испании это не работает. Ты постоянно живешь с ощущением, что нужно быть особенно аккуратным, к иммиграционным правилам, следить за сроками, не сделать лишний шаг не туда. Отдельная история – это перевод денег из России в Испанию. Мало того, что тебе нужно придумать, как это сделать, так еще нужно перевести так грамотно, чтобы банк не заблокировал твою карточку и налоговая тобой не заинтересовалась. Ты уже больше не можешь позволить себе не интересоваться законами, потому что знание законов становится частью твоей повседневности. И все это вместе создает такое фоновое состояние, которое трудно описать каким-то одним словом. Это не стресс, не отчаяние, не паника. Это жизнь с такой повышенной осознанностью к себе, к документам, к срокам, к словам. Третья потеря в Испании – это потеря статуса. А в родной стране ты человек с историей, с репутацией, со статусом. А в Испании ты просто иммигрант. И тебе приходится заново доказывать, что ты можешь, заново продавать себя и свои ценные профессиональные скиллы. К счастью, я уже проходила этот путь, я об этом рассказывала в своем видео о моем дауншифтинге. Если интересно, посмотрите по подсказке. Я когда уходила с федерального канала в свой бизнес, то как раз пережила момент потери статуса, и за время, когда у меня бизнес становился на рельсы, я научилась тренировала мышцу самопродажи. Поэтому, в общем, для меня это не так, наверное, сложно, как для многих людей за 50, которым приходится жизнь в Испании начинать с нуля. И возвращать себя в то состояние, когда ты такой полный ноль для большинства, и причем ноль – это не по навыкам, а по восприятию себя. И к этому состоянию нужно готовиться, и оно требует такой внутренней устойчивости и принятия.
А четвертый минус, четвертая потеря – здесь нет своих людей. И тут даже речь не об одиночестве, а о дефиците такой развивающей и обогащающей тебя среды единомышленников и просто интересных умных людей. Так сложилось, что мне комфортно одиночество, я совершенно не нуждаюсь в большой тусовке, с разговорами ни о чем, но мне очень нужны люди, с которыми я умнею, расту и осмысленно провожу время. Ну, мне повезло, потому что я встретилась с Аленой, и мы с ней оказались очень похожи и по ценностям, и по интересам, и по материальному и интеллектуальному уровню. И Алена меня постепенно вводит в круг своих знакомых. Второе, в чем мне повезло, то, что я блогер. И то, что я сама выбираю, с кем мне знакомиться, потому что я делаю видео о людях. И, к моему счастью, мне еще никто не отказал. Кстати, я сейчас анонсирую новую рубрику, которая стартует в 2026 году. Это рубрика о людях, ну, в основном женщинах, потому что все-таки меня смотрят женщины, которые в зрелом возрасте переехали в Испанию и состоялись. И ближайший фильм будет о Екатерине Вайнрух, жене очень успешного риэлтора и девелопера в Торревьехе, вообще на побережье Коста-Бланка, Яна Вайнруха. Доброе утро. Проходи, Юлечка. Чуть-чуть ноги потянем и все. И можно идти окунаться. Вау! Я пересыпала кашки. Ну, сейчас я еще и Яном угощу. Он, кстати, это Тоже еще не любит? ел. Здесь что-то ты добавила такое? Семена. Да? Какие? Чиа и семена льна. И это молоко не обычное коровье, а овсяное молоко. Овсяное. Я думал вообще на воде. Но очень вкусно. Из чего состоит твой утренний уход? Умывание лица, протирание, наносим витамин С, витамин Е. Такая красивая Катя пойдет собирать детей в школу. Лисюньки, маленькую мою. Домашнее задание мало задают, потому что у нас учеба до 5. Я рисую себе картинку, чтобы четко видеть, чего я хочу. Вот там, допустим, ближайший пример танца. Ты реально сама покупаешь продукты? Ну, конечно, да. Я сама. просто думала, что у тебя много прислуги. Нет? Нет. Делаю вареную брокколи, не сильно переваренную. Сыр какой-нибудь типа фета или козий сыр кусочками. Оливковое масло, соль, перец, можно какую-то специю. И у меня это полноценное блюдо. Да, прекрасная жизнь средиземноморского жителя. Который, кстати, надо уметь жить. Я думаю, что этот фильм развеет представление, мифа о том, как хорошо, ну, в смысле хорошо, как живется вообще жене миллионера, что она бездельница и целыми днями проводит только в спа-салонах и с девчонками в ресторанах. Посмотрите, думаю, вам понравится. И возвращаясь к разговору о своем комьюнити, в общем, вы поняли, да, что любой свежий иммигрант, особенно если он интеллектуал, и там человек интересующийся, сталкивается с проблемой построения своего комьюнити, знакомства со своими единомышленниками. Одно радует, что эта проблема временная, если у вас есть желание и при современном возможности соцсетей и интернета, со временем вы обрастете важными и нужными для себя людьми. Ну и, наконец, финальный жирный минус – это то, что испанские приложения и сервисы находятся на уровне каменного века. Я, конечно, не буду в 100-й раз повторять, как хорошо работают госуслуги и банковские приложения, Digital Banking в Москве. Но вот приведу конкретный пример, как все устроено в Испании. Особенно если речь идет о сервисах государственных учреждений. Когда я получала электронную подпись на госуслуги как физлицо в Москве, я потратила на это полчаса на установку сертификатов, на активацию ключей. А в Испании на то же самое я потратила целых 5 часов.
И не потому, что я дура. Дело в том, что мне, когда я приходила в Аутонома, для того, чтобы заказать получить электронную подпись, мне дали такую бумажную инструкцию по установке вместе с кодом. Ну, я пыталась установить, даже чат GPT чесал репу и говорил: я не понимаю, почему ты не можешь установить. И он мне предложил написать службу поддержки. Долго мы переписывали со службой поддержки, она все от меня отписывалась, наконец прислала мне электронную инструкцию по установке. Ребят, и она оказалась совершенно другой. Логический вопрос. А почему не сделать одинаковую бумажную инструкцию и электронную? Ну или хотя бы предупредить, что не устанавливайте по бумажной инструкции, электронная она другая. В общем, это один из вопросов к испанской бюрократии. Я думаю, их будет множество. Те же самые истории мне рассказывают про приложения испанских банков, в которых без пол-литра не разберешься. Ну что, ребят, понятно, что со временем к этому я привыкну, но вот сейчас это ощущается, знаете, такое как мелкое сопротивление среды. Но это как бы не катастрофа, но это вот ежедневное раздражение, которое накапливается. И в завершение ответ на вопрос, который я задала в самом начале. Жалею ли я о том, что я переехала в Испанию? Нисколько. Скучаю ли я по Москве? Тоже не скучаю. Может быть, это связано с тем, что я уехала из другого города, а не той Москвы, которую я любила и где мне было хорошо. Подытоживая все вышесказанное, я потеряла стабильную, предсказуемую, понятную жизнь, но получила взамен свободу и мощный толчок к росту. Я не скажу, что это легко. Иногда, знаете, накатывает тревога, даже паника. Думаю, боже мой, что будет дальше? Смогу ли я здесь чего-то достичь? Но, с другой стороны, движение к новой цели наполняет меня такой молодой и вдохновляющей энергией. Поэтому, ребята, какая старость? Какая старость? У меня столько целей впереди, просто мне некогда думать о ней. И я понимаю, что полгода – это не тот срок, когда можно говорить о полной интеграции в испанскую жизнь, но я очень надеюсь, что моя саморефлексия свежего иммигранта поможет вам разобраться в самих себе и решить для себя, готовы ли вы обменять удобство и статус на новый опыт и внутренний рост. Здесь каждый решает сам. Если вам близки мои мысли и размышления, то дайте знать, я все читаю. За сим я с вами прощаюсь. Всех целую. Ваша Юля.